Удивительно, но узрев дух дерева, которое было посажено собственными руками, Лора осознала, что открыла у себя первую чакру. Утром Лора предалась медитации и размышлениям об устройстве мироздания, и ей вдруг привиделось, что где-то далеко-далеко, за реками и озерами, полями и каньонами, есть город под названием Честнат-Ридж, а в его окрестных лесах живет загадочное сказочное создание – единорог. Лора поняла, что, отыскав единорога, она сумеет открыть у себя вторую ментальную чакру. Для этого она обратилась к Вивьен. «Дорогая», — сказала Вивьен, — «спустись с небес на землю. Для чего тебе нужен единорог? Давай просто купим лошадь. Ничего сказочного в твоих единорогах нет. Вместо бабочек и радуги, как ты думаешь, они, как и все лошади, тоже производят самый настоящий навоз». И все же Вивьен рассказала, что ее тетка Фелиция долгое время прожила в Честнат-Ридж. Там она обзавелась собственным ранчо и породистыми жеребцами. Все они были очень сильно привязаны к тетушке, но один из них особенно. Привязанность его была настолько сильна, что однажды тетушка не рассчитала с нагрузкой и померла. Так вот, раньше она завещала своим скакунам, а заботу о них конюху. Так он и живет там по сей день. И все-таки Вивьен согласилась съездить на тетушкино ранчо на пару дней, но не без пользы. Она надеялась, что одинокий и страдающий без любви конюх сможет усмирить Лору. Может, тогда у нее пропадут мысли из головы о каких-то там духах и единорогах. Так семейство искателей приключений отправилось на ранчо в Честнат-Ридж на поиски мистического единорога. Друзья, всем привет! Привет! Вы на канале Не без разницы, с вами Стас и Лёша. Вышло новое дополнение к Sims 4 «Конное ранчо», и мы тоже не могли пройти мимо, поэтому наша семейка искателей приключений... Ну а кто же еще, собственно? Конечно. Наша семейка решила отправиться в очередную авантюру на поиски единорога. Как, кстати, что у тетушки Вивьен оказалось пустующее ранчо. Туда-то они и отправились. Ну да, Лора для того, чтобы все-таки отыскать это загадочное существо. Ну а Вивьен? А Вивьен тоже для своих целей. Чтобы устроить личную жизнь своей заловки Лоры. Да, ну а Чак просто потому, что ему сказали ехать. Итак, мы приехали на ранчо тетушки Вивьен. Тетушки Фелиции. Ну, точнее, тетушка Вивьен, а саму тетушку зовут Фелиция. Как-то можно запутаться. Ну что, нам не терпится на самом деле посмотреть на ранчо, посмотреть на лошадей, познакомить Лору с конюхом. Ну, они уже познакомились, вот они стоят тут, непринужденно болтают. Кстати, Вивьен может у него сразу же спросить, что он думает по поводу Лоры. Да, надо обязательно. Кстати, обратите внимание, какие у наших персонажей тематические наряды. Как прекрасно выглядит Вивьен. Мне очень нравится ее костюмчик. Да, Вивьен выглядит такая ковбойка прям, да? Да. Ну и у Лоры тоже, в принципе, ничего. Лора сохранила свой такой этнический стиль. Вот, посмотри, что говорит у нас конюх. Лора мне нравится. Она очень интересная. Очень интересная. Да кто бы сомневался, Лора действительно очень интересная. Она... что? Конюх Педро смеется до слез, когда слышит грязные шутки персонажа по имени Лора. Лора у нас еще и грязные шуточки тут стоит, отпускает. Означает ли это, что персонажу по имени Педро нравятся непотребные шутки? Конюх, конечно, ему нравится. Но и убежал куда-то. Но только это странно, что это Лора на свежем воздухе решила как-то не знаю, проявить себя с новой стороны. А давайте посмотрим на это ранчо. Мы его построили. Вообще классное получилось. Вот как раз с выходом нового дополнения мы тоже решили все-таки его испытать. Ну, конечно, я думаю, мы немножко запозднились, все его уже оценили, но тем не менее. Мы захотели тоже это сделать. В общем, на первом этаже мы решили устроить такую конюшню. Кони уже здесь у нас стоят. Это жеребцы тетушки Фелиции. Третий жеребец там убежал. Готовить еду. Да. В общем, на нижнем этаже у нас находится вот такая вот
конюшня. Здесь есть еще прекрасная штуковина. Это для того, чтобы делать вино. Ну, это и у они- тетушки Фелиции. да. Видишь, какие запасы? Да, неплохие запасы. И при этом вот эти все винные штучки, они находятся рядом с лошадьми. чтобы вино пропитывалось неповторимым ароматом, купажом, я так сказал бы, Здесь у нас второй этаж. лошадиным. В общем, Первый тот живой. цокольный, а этот первый, Этот первый, получается. да. Вот так, наверное. Здесь Ой, кстати, шторы мне нравятся. Прикольно, выглядит красиво. столовая и кухня. И столовая вот таким вот образом соединена с гостиной. Здесь у нас висят фотографии тетушки Фелиции. Тетушка явно себя любила. Покажи, как вон. Да, и здесь тоже. Посмотрите, какая нежная. В общем, вот таким получилось раньше. Участок не совсем большой, ну, можно даже сказать, достаточно маленький. Зато дом ввысь пошел. Учитывая, что небольшие территории, все это пошло вверх. И, кстати, наступила весна сегодня. И сегодня воскресенье, именно поэтому они и смогли у нас выехать. Слушай, с первым днем весны. Это же значит, что наш Виллу Крик наконец-то оттает. И скоро можно будет даже посещать парк. Какие вообще животные еще пришли к нам с дополнением? Помимо Еще пришли мифического вот существа. какие-то миниатюрные козы. А овцы и есть? овцы, да. А Смотри, где? Тут Вивьен смогла залезть на коня. оседлала жеребца наша Вивьен, и мне кажется, ей надо немножко прокатить. Так, слушай, а интересно, тут вообще... А давай-ка попробуем потренироваться вот с этими бочками. Ох, как неуклюже пока Вивьен. Эх, я знаешь, о чем подумал? А есть ли тут риск свалиться с лошади и откинуть умереть? копыта? Вот такой вот, да, Ну, каламбур. Может быть, кстати. Смотри, здесь недалеко от нашего ранчо есть вот такая вот большая площадка, где можно также тренироваться на лошадях. Но здесь, повышать мне свой кажется, уровень. надо сюда выходить уже хоть с каким-нибудь уровнем. Наверное, первичный уровень надо получать вот там вот на нашем загончике хоть каком-то. Или как вообще, что вообще делать? О, смотри, как Чак поскакал. Да, вроде бы неплохо держится, да? Ну, как сказать. Ну, для первого раза неплохо. Может быть, потом как-то... А смотри, все начинает Брыкается, уже брыкается. цвести. Весна же наступила. Да. Слушай, а вот это же новый городок, да? Правильно? Новый, Весь да. вот этот такой вот... Мне нравится, кстати, как тут все. Природа классная. Мне тоже нравится, как тут выглядит. И тут такие просторы, поля. Мгм. Да, вообще здорово. Ну что, посмотрим сейчас, как Чак будет прыгать через препятствия. Ну-ка. Ух ты, получилось. Так, это конь получил. А Чак-то вообще у нас что-нибудь получает? Но у него вон он тоже поднимается развивает. уровень, да. Развивает навык верховой езды. Да. Вивьен бы еще отправить, честно говоря, бы хотелось мне. Ну, Вивьен наконец-таки попробует, может быть, все-таки тоже прокатиться на лошади и поразвивать свой навык верховой езды. А вот Лору бы я бы отправил, не знаю, тут козочки есть на ранчо или где-нибудь вообще этих козочек можно найти? Во, Вивьен поехала тренироваться возле этих бочек. Как бы она еще не свалилась. Осторожно, Вивьен. Так, ну что, а Лора тут села уже, отдыхает, сидит на кресле качалки. Вообще у нее все Просто у нее сейчас глаза закатятся, мне кажется. Вот, смотри, можно купить карликовых козочек и овечек. Давай посмотрим, сколько мы их будем брать. Я хочу зеленую карликовую овечку. А, она дорогая. Давай вот эту с белой полосой. Давай, а За какие там... 150. Подожди, а вниз еще спустить? О, ты Их посмотри, как их много. Их можно стричь. Да, я думаю, Написано. что у них шерсть дорогая, и, скорее всего, если их вот стричь, там можно какой-нибудь свитер сшить или шарфик, и, наверное, на продавито продавать, и неплохие деньги, наверное, ну, по крайней мере, за черную вот эту овечку. Они в багаже лежат? Они вообще настоящие это или это игрушки какие-то? Ой, какие хорошие. Настоящие. Тебе кто больше нравится? Мне пока овечка нравится. Козочки какие-то дьявольские. Почему? Ну, не знаю, посмотри на их глаза, на их рога. Мне кажется, овечка... Вот более у милая. Лоры веселье какое теперь с козочками будет заниматься здесь. Она их боится. Вот так вот. Кстати, ребят, кто из вас, Вот посмотри. что называется, in real life, любит лошадей, катается на лошадях?
Я потому что, например, за всю жизнь, может быть, парочку раз только катался. Я тоже, кстати, катался, может быть, 1 или 2 раза, не помню точно. А Лоре звонит отец. Здравствуй, Лора. Вы пользуетесь настолько дурной славой, что вами заинтересовался один из моих не слишком нравственных дружков. Можно я дам ему ваш номер? Нет, нельзя. А Это что вообще такое? почему у Лоры плохая и дурная слава? Слушай, у нее действительно репутация как-то не очень. Знаешь, она, наверное, была-то такой оторвой деревенской. И еще пока не все привыкли к тому, что она сменила свой имидж. Хотя, учитывая, что как она приехала и уже какие-то сальные шуточки начала шутить с этим конюхом. Что-то с Лорой не то происходит. Да, какая-то она все-таки неоднозначная у нас персона. А отец, да, вообще нормально позвонил? Лора, ты, конечно, плохой репутацией пользуешься, и вот один там у меня знакомый, отвратительный какой-то персонаж, вот Да. тобой Телефон, интересуется. дам Я я дам твой твой. телефончик. Просто вообще. А вино как делать? Надо еще вино поделать. Мне хочется посмотреть на этот процесс, как он выглядит. Вот так вот. И что, теперь у Вивьен ушиб, да? Падение с лошади. И Вивьен ощущает боль после падения с лошади. Ну, Но все что равно она поделать, очень бывает. уверенно чувствует себя. Ну что ж, ладно. Бедный Вивьен. Там вон, еще ну, Чак Чака едет. тоже, да. Как бы сейчас тоже не упал. А вино-то кто будет у нас делать? А сейчас Мне хочется Вивьен очень, пойдет, чтоб- поделает. Ну, у нее 2 часа боль. Ну и что? И что, она будет преодолевать это все? Кстати, Вивьен, она же, как это говорится, яблочко от яблоньки-то недалеко падает. Вот вы посмотрели, да, как ее тетушка Фелиция выглядела? Мне кажется, прослеживается какая-то такая общая тенденция у семейства Диор. Не, ну слушай, они даже похожи. Да, и мне кажется, конюх как-нибудь может и обратить чрезмерное внимание к Вивьен. Надо их с Лорой как-то это немножко подружить, наверное. А я даже не знаю, сколько винограда надо купить, чтобы Много как-то, мне создать кажется, мы нектар. взяли, да? 3 винограда уйдет только на 1 бутылку. Ну, 1 бутылку хотя бы сделать. Но сейчас посмотрим. Как это вообще происходит? Нет, она прям в джинсах. Раз, два, 3. Сколько это вообще будет продолжаться? Долгий это процесс? Ну, еще какое-то время, я думаю, она будет топтать. Вот давай пострижем ради шерсти. Ну, сейчас посмотрим. Ну смотри, Лора получила шерсть. Это получается, поскольку она у нас вяжет, Да. она может тогда вязать из этой шерсти. Да, думаю, может. Да, вот смотри, выходит шерсть бежевого цвета. Типа скидки. То есть у нас уже как бы материал исходный есть. Вот, смотри, можно даже из этой шерсти связать целый мужской свитер за вот 0. здесь вообще, да. Ну, кстати, нормально. А давай-ка попробуем сразу это сделать. Так, Лора, Так, ты а Вивьен, смотрю, у нас закончила. решила перекусить? Вот она, бутылка. Посмотри-ка. Супер. Продать. А за сколько мы там... Вот, можно налить 4 порции. Во сколько денег нам обошлось вообще? А посмотри, кстати, тут вино теперь нового цвета какого-то. Я не знаю, там можно, кстати, делать и из яблок, я смотрю, из лимонов. Вот если из лимона сделать, будет желтое, получается. Слушай, а мне тогда. нравится название «Виноградный нектар». Это очень хорошее слово. Можно всегда говорить. Да, я виноградный нектар пью. Это было странное движение. Да, как-то непонятно. Она приласкала лошадь, как-то через себя вывернулась вся наизнанку. Так, Кстати, Вивьен не понравился напиток, потому что он неудачный. Гурманы любят только поистине вдохновляющие напитки. ну, что сказать, Вивьен у нас действительно гурман истинный. Все козочки теперь стоят в стойле. А теперь надо запереть еще. Все карликовые козочки И и все все карликовые овечки. карликовые овечки. И теперь не выберетесь вы отсюда. Ну, надо насыпать еще им тогда корм в кормушку. Посмотри, что-то они приуныли немножечко.
Ну, их можно, наверное, будет выпускать, но сейчас уже ночь наступила. Куда Ну же их вот тогда? овечку можно выпускать, потому что мы ее, когда вытащили из багажа, она просто легла спать. А вот козы прыгали везде. Кстати, свитер Лора может подарить. Раз связала. А он разжег костер. Лора ему подарок подарила. Ему понравилось? Да, да, ему очень даже понравилось все. Ранним утром Лора проснулась от осознания того, что если сейчас же не отправится в путь, то так и не сделает то, ради чего приехала. Поэтому, не раздумывая, она вышла из дома и отправилась на поиски единорога. Утро было туманным. Лора заходила все дальше и дальше, вглубь скалистых каньонов. Каменная арка вела в некое подобие пещеры, а там, в тенях, отбрасываемых огромными валунами, что-то двигалось. Лора оказалась в странном и даже таинственном месте. Именно здесь оживали мифы и древние сказания. Как и чувствовало сердце, единорог был здесь. Он был похож на видение, но поистине прекрасен. На мгновение у Лоры даже перехватило дыхание от его красоты. Медленно она подошла к загадочному существу, протянула руку, здороваясь. И, как ни странно, единорог ответил на ее приветствие. Он словно тоже ждал этой встречи. «Может, единорог тоже видел ее в своих снах, как и она его», — подумала Лора. И вот так Лора стала свидетелем, как легенда перестала быть выдумкой и воплотилась в жизнь. У Лоры все-таки получилось отыскать единорога. Посмотрите, какой красивый. И какой он печальный, со слезками на глазах. Да, между прочим, Лора назвала его как созвездие. Орион. Ну или как Чокопай. А почему он плачет? У него почему-то выходит какое-то разбитое сердце, и он рыдает. Видимо, из-за того, что он все-таки лишился свободы. Но Лора его все-таки, наверное, заберет к себе домой. Ну да, может в наш быть. Город. Говорят, на черном рынке рога единорога Ну нет, конечно. ценятся. Нет, конечно. Лора будет развивать свой навык верховой езды. Ты смотри, она удержалась в Ей седле. неплохо у нее получается. Посмотри, как туманно.
Да, ну еще бы. К нам снизошел загадочный зверь, и, естественно, на наш городок спустился загадочный туман. А что там наши... Ну что, поехали в центр города? Да, хочу посмотреть, давай. Мы приехали в центр города, и сразу у нас вышло сообщение: если хотите продать свой домашний нектар, я с радостью куплю его по завышенной цене. С учетом высокого спроса. Кстати, приехали мы в бар в буквальном смысле. Ну, по крайней мере, Лора и наш Педро решили прям... Прям на лошадях Да. приехали. Нет, ну, конечно, Лора никак не может расстаться со своим новым приобретением и единорогом, поэтому пока она будет с ним. Ну, а, собственно, что ей делает в баре? А вот с конюхом Педро попробуем поучаствовать вот здесь вот, на соревнованиях каких-нибудь, в состязаниях, Ой, да, да? класс. Ну, вот, например, конные пробеги. А конкур — это прыжки, да? Конюх наш Ему новичок. бы что-нибудь такое. Просто такое попроще. Ну, давай попробуем. Ох ты! Победа! А, так Бронзовая медаль, это третье разве место. победа? Но все равно 200 симиллионов он заработал. А, прикольно. Плачет. Что это за печальный единорог? Ну да, правда, очень печальный. Ну а что? Единороги, что ли, должны быть счастливые? И какие-то, не знаю, скакать по облачкам? Действительно. Мне кажется, в сказочный концепт вообще так вписывается. О, Что смотри, как уже Лора может печальный, бегать. грустный единорог, который плачет. Слушай, это прям мне захотелось сказку какую-нибудь написать даже. Про единорога. Про плачущего единорога. Плачущий единорог со слезами на глазах. Разве тебе не захотелось сразу прочитать такую книгу? Лора-то всех уже обогнала по своим навыкам-то. Недаром она хотела себе единорога. Пока Лора укрепляла связь с единорогом, а конюх Педро участвовал в скачках, Чак и Вивьен отдыхали в салуне. Как вдруг одна лихая ковбойская девица немного омрачила настроение Вивьен. Но остаться в стороне Вивьен никак не могла. Но это не понравилось дружкам удалой девицы. Вот так Лора всех спасла. Пусть они тут остаются танцевать, а мы на этом можем закончить серию.
Было интересно, мне понравился этот городок. Ну да, на этом мы заканчиваем серию. Завтра наша семейка вернется назад, потому что завтра вторник. В город ходит автобус, и прям самым-самым первым рейсом они поедут домой с этого ранчо. А единорога Лора, естественно, заберет с собой. Ну конечно, а как же без него? Вот так вот у нас в городке появится первая лошадь. А может, нам тогда и не нужны правила автобуса, который только 3 раза в неделю ездит в город? Кстати, да, транспорт в виде лошади появился, и теперь Лора сможет возить какие-нибудь предметы мебели для семей из другого города, что-то привозить. Вот такая вот хитрость. Хотя, ладно, мы, конечно, шутим, но, тем не менее, хороший способ будет. Ну, да, на самом деле это было бы неплохо. Но все-таки будем соблюдать правила челленджа. Ну что ж, спасибо, друзья, за просмотр. Обязательно оставайтесь с нами. Еще подписывайтесь на нас в Телеграме и ВКонтакте. Ссылки находятся в описании. И обязательно поддержите нас также лайками и комментариями. Будет очень приятно. До следующих видео. Всем пока.